Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня мы с вами делаем бантики. Как я называю, бантики за 10 секунд. Здесь у меня вы видите бантики из ленты разной ширины, разной фактуры, но все они делаются очень легко, быстро, и в итоге получается красивый результат. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Приступим. Ну, наверное, начну с самого простого бантика. У меня лента здесь 2,5 сантиметра и односторонняя. Складываю вот таким образом. Вот у меня хвостик. Один раз обворачиваю, второй раз обворачиваю, вот 2 раза обернула. И теперь ленту пропускаю между пальцами. Так, этот хвостик убираю чуть-чуть. И теперь вот сюда нам надо просунуть между двумя пальчиками ленту вот сюда. Поэтому мы так не совсем неудобно чуть-чуть. Вот. Просовываем ленту и вытаскиваем ее. У нас образовывается вот такая петля. Теперь вот эту ленту нам надо просунуть между вот этой петлей и высунуть. Что мы и делаем. Вот. И затягиваем бантик. Затянула, снимаю его с пальцев. И теперь бантик расправляем. Такие бантики очень удобно делать на Новый год, в композициях. Быстро и легко. Можно подрезать. И, конечно, не забываем все это обработать огнем. Это самый простой бантик. Вот, по-быстрому, что у нас получилось. Очень красивые бантики получаются из органзы. И сейчас покажу еще один вариант. Укладываю ленту на руку, обворачиваю 2 пальчика, перехожу на другие 2, возвращаюсь, еще раз возвращаюсь, вот. И вот таким образом делаю бутербродик. Теперь мне эту ленту надо между пальчиками высунуть. Вот сюда вот. На лицевую сторону между пальчиками. Снова у нас образовалась вот такая тут петелька. И теперь нам надо просунуть ленту между петелькой вот этой. И затягиваем. Вот таким образом. Так, расправляем, чтобы у нас бантик был одинаковый. И выправляем. Вот вы видите, очень пышный, красивый бантик получается. Очень красивые бантики получаются из органзы, где есть окантовка. И она с двух сторон одинаковая, поэтому тут также делаем. Вот, берем на пальчики, снова, еще раз. И подрезаем лишнее. Вот у нас хвостик один. Через 2 пальчика снова вот ленту нам надо просунуть вот сюда. Вот наша петелька. И просовываем через петельку. И вытаскиваем ленту. Затягиваем бантик. Вот что получается. Очень красивое сочетание. Часто вот органза и еще какой-то бантик. И получается пышно, красиво, нарядно. И сейчас покажу, как использовать одностороннюю ленту. Потому что если мы будем поступать вот так же, то у нас получится одна сторона одна лицевая, другая изнаночная. Поэтому немного по-другому поступаем. Укладываем хвостик, держим, вот так перекладываем через пальчики. Здесь прокручиваем ленту. Снова возвращаемся, прокручиваем ленту. Возвращаемся, прокручиваем ленту. Возвращаемся, прокручиваем ленту. Лишнее подрезаем. И поступаем так же, как в предыдущих бантиках. Высовываем кончик на лицевую сторону. И теперь через вот эту вот петлю. И затягиваем бантик. Так.
Извините, камера. Снимаем с пальца. Все поправляем. И сейчас мы с вами вот тут расправим. Надо было сразу расправить мне. Я не посмотрела. Ну, как всегда. Никогда не поздно все исправить. Сейчас мы с вами вот так все исправим. И расправляем бантик. И вот у нас получается все лицевые стороны. Вы видите, как быстро и красиво все у нас получается. Очень красиво на Новый год из ленты, которая металлизированный край. Этот тоже бантик я покажу. Вот вы посмотрите, быстро и красиво. Сейчас вам покажу еще один вариант. Это мои любимые бантики, стиль шеби называется. Это у меня лента. И я вот так беру ее и просто помну. Если вам интересно, вы мне напишите в комментариях. Я покажу бантики в стиле шеби немного в другом варианте, где я промачиваю все это клеем, высушиваю, и тогда лента держит форму, и она уже сразу мятая. Вот, посмотрите, что у меня получается. Также складываю. Это, я говорю, один из моих любимых бантиков. Как бы стиль шеби. Я вообще в восторге. И если вам интересно, вы мне пишите. Я все расскажу вам и покажу. Сейчас она у меня не будет зафиксирована, как бы лента, но если ее пропитывать клеем, то получается очень красиво. Так, вот снова я затянула все, вытаскиваю с пальчиков, и вы посмотрите, что получается. Просто потрясающие бантики. Все расправляем. Не забываем подрезать под углом. Это я сейчас на скорую руку, чтобы вам показать. Но вот, посмотрите, какая красота. Ну что ж, продолжим. Наверное, вы часто видели бантики из фатина. Ими украшают подарки, и елки украшают, и думали, что их трудно делать. Ничего трудного. Вот так же мы делаем с вами. Здесь можно наматывать много-много слоев. Чем больше слоев, тем пышнее бантик. Вот я сделаю несколько. Возвращаюсь. Подрезаю. И поступаем точно так же. Если вы поймете, как это делать, это у вас займет 7-10 секунд. Все, я затянула бантик свой, снимаю его с пальчиков и расправляю. Вот, получается, его можно в разные стороны. Красивый бантик. Также можно сочетать с чем-то по цвету и делать разные композиции. И сейчас покажу, как сделать вот такие маленькие бантики, потому что пальчики для таких бантиков слишком большие. У меня есть вот такая салатная вилочка, и здесь я поступаю так же. Так как лента у меня односторонняя, здесь я прокручиваю, возвращаюсь на середину, снова прокручиваю, возвращаюсь на середину, подрезаю, немножко приподнимаю, и вот мне надо вот сюда просунуть ленту. Воспользуюсь пинцетом и поступаем так же, как в предыдущих. Вот здесь у нас образуется петелька, и я через эту петельку сейчас просуну ленту. Я взяла пинцет, так как у меня лента очень узкая, маленькая и очень удобно. Все, затягиваем и снимаем бантик с вилочки и расправляем его.
Вот что получается. Подрезаем края, и бантик у нас готов. Серединку можно расправить, чтобы она была попышнее. И вот такие бантики получаются. Очень красивые бантики получаются вот из такой ленты. Сейчас также покажу, как бархатная лента очень благородно смотрится. И поступаем также. Делаем один раз, переворачиваем ленту. Вот таким образом. Снова переворачиваем ленту. И выводим ее вот сюда. Лишнее подрезаем. Теперь нам надо ленту просунуть вот сюда, между вилочкой. Снова у нас образуется петелька. Расправляем. И вот сюда, в эту петельку, нам надо протянуть ленту. Вот мы ее протягиваем. И вот уже вы видите, бантик почти готов. Так, хорошо, все затянем. Расправляю бантик. Чтобы он был попышнее. Пинцетом его можно. И расправлю серединочку. Ну и, конечно, лишнее подрезаю. Вот такие симпатичные бантики получаются. Также бантики маленькие можно делать двойные. Поступаем также. Здесь вот так придерживаем, возвращаемся назад, придерживаем, возвращаемся назад, придерживаем и на середину. Чуть-чуть приподниму и выносим ленту на другую сторону. Вот наша петелька. Теперь нам протянуть ленту через эту петельку. Так, хватаем ее и протаскиваем. Затягиваем бантик. Снимаем с вилочки. И получается вот такой двойной бантик. Очень красивые бантики получаются вот из такой ленты. И, наверное, вы не раз видели на новогодних венках именно вот эту ленту. Это просто, не знаю, очень-очень кидается в глаза. Красота нереальная. На зеленом фоне золото просто шикарно смотрится. И вот вы видите, как сейчас буквально за 5 секунд я скрутила бантик. Просто его расправляю. Надо еще подрезать края, но в основном бантик готов. Согласитесь, красота. Очень красивые бантики также получаются вот такой из сетчатой органзы или ленты. Я даже не знаю, как ее назвать. Вот вы видите, насколько это все быстро, красиво получается. И если у вас под рукой нету клея, нету иголки, нету нитки, извините, то вот такие бантики вас просто спасут. Быстрые бантики. Так, наоборот. Вот эту вниз, а эту наверх. И вот вы видите, какая красота получается. Еще один бантик покажу из цветной органзы, которая получается вот цветы, цветочный принт, очень хорошо смотрится, просто шикарно. Также можно украшать венки. Все, бантик готов.
Сегодня мы с вами сделали все эти бантики, и как вы видите, все легко, просто и красиво получается. Этот способ очень спасает ситуацию, когда под рукой нету ни клея, ни нитки с иголкой. Надеюсь, мой урок вам понравился, был полезен, и вы узнали что-то новое. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. А на сегодня все. Творческих идей и до скорой встречи. Пока-пока.